Звісно, розпочнемо нашу розмову із підбиття підсумків саміту у Швейцарії, який відбувся. І от стало вже відомо, що начебто Ірак та Йорданія відкликали свої підписи від загального комуніке. І крім того, якщо раніше повідомлялося, що 80 країн начебто підписалися, то зараз вже така кількість 78 і 15 країн були проти. Хто був проти? Це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія, ОАЕ, також Вірменія. Але при цьому декларацію загальну підписали Угорщина, Словаччина, Сербія, Аргентина, Туреччина та Грузія. От я вас хочу запитати, зокрема, про позиції деяких країн на цьому саміті. Як ви дивитеся на їхню політику у контексті саме саміту миру? От що значить, що Угорщина, Словаччина, так, ті країни, від яких ми, можливо, навіть не очікували, що вони її підтримують, вони підтримали, але от все-таки країни глобального півдня відмовилися? Ну, я бы сказал так, в документе только 3 пункта из 10 остались, да, то есть это, в принципе, пункты не такие критичные, там, обмен пленными, безопасность АЭС или им подобные, зерновые сделки беспрепятственные, их реализация в зоне Черного моря, это вещи, которые, ну, в принципе, вызывать какое-то особое возражение не должны. Да, при том, что сам этот саммит, он ознаменовался как раз обнародованием плана Путина, абсолютно безумного, совершенно безумного во всех отношениях. И это придало саммиту как раз больше вес, потому что, ну, получается, вменяемые люди, и даже если кто-то там возражал, как типа Саудовская Аравия, некоторые другие страны глобального юга голосовали, не подписали эту резолюцию финальную, а может даже против, скорее голосовали, ну как бы очевидно стало, что принимать решения можно либо основываясь на нормах международного права и понимания международной безопасности, исходящей из этих норм международного права, либо вот таким путем, как Путин, который потребовал 3 условия, значит, просто возьмите со своей территории, почему-то выведите войска не с чужой территории, не с российской территории, с своей украинской территории, из республик Запорожской, Херсонской, Донецкой части Луганской, выведите войска. Первое условие. Второе – отмените все санкции. А при чем здесь санкции? Санкции вводились отдельными странами за то, что уже сделано Москвой. Да? И третье – дайте гарантии внеблокового статуса Украины. Ну, это пункты, которые все 3 противоречат международному праву. Все 3. И санкции, кстати, тоже. Потому что нельзя связывать условия мира с действиями третьих стран. А с чего это? А причем они захотели, ввели, захотели, отвели. Они могут и сейчас отвести эти санкции, значит, и без заключения какого-то глобального соглашения между Россией и Украиной. Ну, или Украиной и союзниками. Вот. Я думаю, что это маневр дипломатический тех стран. Они пытаются получить что-то свое. Что-то свое. От Москвы, ну, может быть, Саудовская Аравия, Мексика, посмотрите, Бразилия. Не ожидали от Венгрии и Словакии, ну, так ни к чему ж не обязывает. Ну, достаточно нейтральные эти 3 пункта, вполне допустимые, я имею в виду, которые остались в резолюции финальной швейцарского саммита, тем более, что пройдет следующий саммит в Швейцарии. Наверное, так сказать, для Венгрии и Словакии упираться здесь, хотя там находится, ну, такое дружеское в Москве правительство, власть дружеская, что в Венгрии, что в Словакии сейчас, наверное, посчитали меньшим проблемой подписать, нежели сопротивляться этому документу, потому что, ну, в общем, все страны Европы, принявшие участие в этом саммите в Швейцарии, и Америка, в общем, со всеми пунктами согласны. Почему это 2 страны должны упираться? Что против они имеют 3 пунктов, тем более, что нет обязания Россию немедленно вывести войска, прекратить войну на территории Украины. Так что я думаю, что остальные страны просто маневрируют, пытаются что-то получить интересное для себя от Москвы за такую позицию. Понимаете? Вот Венгрия и Словакия конкретно в этой швейцарской партии они не играют. Ну и поэтому как бы безразлично отнеслись и солидарно подписали конечную резолюцію. А от, до речі, ви говорите про ці 3 пункти, що вони, по суті, такі собі нейтральні, і, в принципі, те, що там частина не погоджується чи погоджується, це цілком зрозуміло. Але якщо говорити про ці пункти – ядерна безпека, продовольча безпека і повернення полонених та депортованих дітей, то все рівно ж, ну,
мета цього саміту була змусити Росію їх виконати. Чи будуть ті країни мати вплив, зокрема, на Російську Федерацію, щоб вона і справді хоча б ці 3 пункти виконала? Ми не говоримо про всі 10. Ну, во-первых, будет следующий швейцарский саммит, о чем уже объявлено. Я не знаю, когда он будет, через месяц, через полгода. Кажуть, десь в найближчі 5 місяців до виборів у Сполучених Штатах. Хорошо, хорошо. В принципе, на этом уже втором саммите уже более ясный контур должен быть прочерчен. А как это все осуществить? Ну, например, отправку детей, которые, в общем, по существу являются военным преступлением, потому что за это Путина выписан ордер Международным уголовным судом и так далее. Ну хорошо, эти 3 пункта, они в той или иной степени Москвой-то в общем и целом обсуждаются. Зерновые сделки, зерновая угода в рамках вот этой прежде существовавшей сделки с участием посредника Турции и ООН. Вопросы детей там как-то напрямую пытаются решать, насколько я понимаю, Гурмов вовлечено со стороны Украины в попытках обменов и возвратов. Что касается ядерной безопасности, ну там комиссия МАГАТЭ же приезжает туда, на Запорожскую АЭС. То есть они могут сказать, что в принципе процесс как-то шатко-валко, но он идет. Марк Захарович, але, до речі, МАГАТЕ не було на цьому саміті миру. Но тоже симптоматично какие-то свои причины. МАГАТЭ – это производная от ООН, Организация Объединенных Наций. А позиция Организации Объединенных Наций тоже ясно не выражена. А в чем она? Вот нам просто интересно, а ООН как вовлечено в урегулирование конфликта войны в Украине? Как оно вовлечено? Вот ООН – организация, которая непосредственно входит в ее обязанности участия в разрешении конфликтов между странами такого масштаба. Вот. Ну, наверное, потому что в ООН постоянным членом Совета Безопасности с правом вето является Москва. Понимаете? И, наверное, ровно поэтому МАГАТЭ очень осторожно себя ведет именно как организация, производная от ООН. От органа как раз универсального права, международного права, которое и международной безопасности, созданного при участии России как страны-учредителя. То есть вполне можно допустить, что они напрямую работают с Москвой. Они же ездят в Запорожскую АЭС, на Запорожскую АЭС по приглашению Москвы или там по собственной инициативе с согласием Москвы. Так что им необходимости, как международному институту, видимо, присоединяться к резолюции нет необходимости. Вот. Но это все игра в пользу Москвы, конечно. Потому что со стороны международных организаций мы вообще активности большой не видим. А где Красный Крест, например, который тоже является, кстати, производной организацией при участии ООН, ну, ряд таких организаций есть, корпус таких организаций. А где он занимается детьми так сильно? Кто-нибудь об этом знает? Вот мне вот родители военнопленных украинских пишут, что Красный Крест вообще отказался заниматься военнопленными, помощью им розыска на территории Российской Федерации, кстати сказать. Так что это общая проблема всех международных универсальных институтов, именно созданных ООН, которые не работают. А почему в органы универсальной юстиции суды никак не отреагировали по-настоящему? ООН, не международный договорный суд, этот уголовный суд в Гааге, а институции постоянно действующие от ООН не отреагировали, тоже никаких решений внятных мы от них не видим. Но ООН, в принципе, устранена из этого конфликта, самоустранена, если хотите. Он не соответствует тем требованиям, которые предъявлялись, когда создавалась эта организация. Ее просто нет, как международного посредника. Вот и поэтому возникают такие суррогаты в виде инициативы швейцарского саммита. Там в свое время, в прошлом году был саммит в августе в Джиде, в Саудовской Аравии. Вот. Тянут одеяло на себя конкретные страны. Китай вот устранился и предлагает свою инициативу с участием России, свою конференцию. Ну что, 100 конференций проводить? Поэтому, на самом деле, я бы это отнес исключительно к страхам, которые испытывают организации ООН, созданные перед Москвой. Потому что это все-таки монстр. Проще с Израилем бороться. Вот там, там они в очередь выстраиваются, как, куда привлечь Израиль, как упрекнуть, как, значит, заняться. Потому что Израиль не так опасен, как Москва. Вот и все. Тобто ви думаєте, що, по суті, якогось потужного вирішення цього питання, припинення війни на цих самітах не буде? Понимаете как? Их не будет до момента, пока не выработан будет механизм реализации этих решений. Понимаете? Конкретный механизм реализации. То есть перечень. Вот если там за 6 месяцев Москва не прекращает войну или не выполняет те-то пункты, то за это ей будет это. И это должно быть очень действенным. Это должно быть и военные, и политические, и экономические решения, которые должны быть реализованы. А иначе это просто призыв.
А Путин скажет, ну я же предложил встречное предложение, освободите, вот ВСУ выведите, санкции снимите, значит, внеблоковый статус подтвердите, пожалуйста. Я готов договариваться. Ну, логика-то такая. Ну, вот и все. Ну, до речі, про те, що деякі лідери країн, прем'єр-міністри, вони заявляли, що потрібно, щоб була присутня Росія на подібних переговорах, і, ймовірно, на другий вже етап саміту її запросять. Але, наприклад, саудити, вони говорили, що там Україні, ймовірно, прийдеться піти на якісь жорсткі поступки. Це вони все-таки не виключають того, що нам потрібно буде шукати якийсь компроміс із Російською Федерацією і розглядати як план Путіна, так і план Зеленського. Вы понимаете, в чем проблема? С Путиным никакие компромиссы не предлагаются. С их стороны вообще не звучат. А где, в чем компромисс? Он предлагает отторгнуть часть территории Украины. Ну, допустим. Ну, хорошо. Ладно, допустим. Можно обсуждать, какие, чего. Допустим. А что взамен? А взамен он говорит, взамен вы еще и должны суверенитет свой ограничить. Никуда не вступать. Вот завтра уже вылезут, помимо отмены санкций, и отказ от всех репараций, вылезут, значит, обязательный государственный второй русский язык, армия 85 тысяч, не больше, отвести все тяжелое вооружение. Мы же знаем, что дальше будет. То есть вот предмет переговоров. Предмет переговоров не такой, что хорошо, мы размениваем территории на мир, но если это корейский вариант, то Южная Корея, она ушла и существовала в условиях суверенитета и делала, что хотела. Они, так сказать, была обусловлена тем, что она не должна куда-то вступать, американские войска не находиться на ее территории и так далее. Что это за план такой, который взамен Украине ничего не дает? Берет, мы понимаем. А что взамен? Ну хорошо, вы предложите взамен, вы скажите, допустим, если план Путина предложил, черт с вами, значит, вот 4 области я забираю, Крым, а вот остальные катитесь на все 4 стороны. Хотите в НАТО, хотите в Марс улетайте, ядерной страной становитесь, это ваше дело. Нам вот так 4 области и все. Но это хотя бы можно обсуждать, правильно? Угу. Хотя бы это можно обсуждать, ну, хотя бы внутри обсуждать, не выходить на переговоры с этой позиции. Но это хотя бы... А вам говорят, нет, вы отдайте территории, вы еще и как бы ограничите свой суверенитет, вы ни туда не вступай, ни сюда не вступай. И нам еще санкции отмените, чтобы вообще никакой ответственности за совершенное, понимаете? Что взамен? Я не очень понимаю, как здесь можно найти компромисс. То есть Украина фактически должна ухудшить свое положение радикально. То есть она и теряет территории, не только там Донецкую, Луганск, так называемые, там еще большая часть их территорий, которые после февраля 22 года оккупированы Москвой, но еще и 2 новых области потерять. Он же говорит об административных границах этих регионов. Он же говорит не о той части территории, которую на земле они оккупировали, как они раньше говорили. Теперь он уже аппетит-то возрос, он теперь говорит, нет, вы освободите вооруженные силы Украины, отведите войска. Да еще и покушается на суверенитет в части за такую цену, значит, еще вы и в НАТО не можете вступать. То есть это гарантированно следующая война. Это 100% уже тогда. Это однозначно, на следующее утро он начнет войну уже. Скажет, нет, а теперь я вот Харьковскую хочу, Сумскую и Черниговскую. Ну что там, 3 больше, 3 меньше, вы и так 4 потеряли. Логика же такая. Ну, до речі, когда что-то будет предлагаться взамен, тогда и можно обсуждать. Вони ще й шантажують, що якщо начебто не погодитись на ці умови, то ми підемо далі, і там вже далі і Одеса буде, і Миколаїв, там Медведчук щось про таке говорив. З приводу ось цих мирних пропозицій Путіна, то знаєте, що цікаво, що він якось раніше уникав якоїсь конкретики, які в нього тут цілі по війні в Україні, а йому це, по суті, залишало широке місце для маневру, бо будь-який результат він міг би представити для своєї аудиторії як перемогу. А тепер, якщо йому не вдасться, а я впевнена, що йому не вдасться досягти військовим шляхом своїх цілей про захоплення 4 областей України, то як він буде це представляти в Росію? Він же ж, по суті, визнає свою поразку? Чи він настільки впевнений у тому, що Росія переможе? Я думаю, он убежден, что военный потенциал Москвы, во-первых, достаточный, чтобы осуществить какие-то большие, реализовать планы на кампанию наступления 2024 года. Я думаю, да. Его либо убедили, либо он там внутренне считает, что и Запад настолько слаб, как союзник Украины, что он не сможет воспрепятствовать этим планам. Я думаю, так. Далее, ну, во-первых, он затяжную войну вознамерился вести. То есть, если условия России не будут приняты, то война как бы продолжится. Ему все равно. Типа, ну, хорошо, вы не принимаете эти условия, значит, продолжаем воевать дальше. Для Украины это важно, критично, это проблемно. Для Москвы пока это не так проблемно.
В-третьих, смотрите, какая ситуация. Да, он все время продает, а мы дальше пойдем. Ну, а кто мешает им сейчас пойти? Они разве сейчас этого не пытаются делать? Ну, просто интересно. Вот сейчас они не пытаются захватить Харьков, не пытаются захватить там Сумской области, продвинуться на участках фронта в Донецкой области и так далее. Запорожской, кстати, у нее большие планы, там 100-тысячная группировка сосредоточена. Теплинский ее возглавляет. А разве сейчас он этого не делает? Или что он сделает такого особенного по отношению к тому, что есть сейчас, чтобы достигнуть этих планов, ну, как минимум, там, до ноября выборов в Соединенных Штатах Америки этого года? То есть, ну, тогда мы не понимаем, чем он грозит-то. Пока все усилия там, во второй половине июня очень скромные. За май-июнь это очень скромные усилия. Да, они, в общем, ощутимые, они просматривают, до Вовчанска они дошли, но больше-то пока нет. А вот вопрос риторический. А если бы он мог, дошел бы до Харькова? Ну, конечно. А если бы мог захватить Харьков, Одессу там, и другие города, захватил бы? Конечно бы захватил. Конечно бы захватил. Вот эти разговоры, нам дальше не надо, санитарная зона, это рассчитано на круглых идиотов. Поэтому на самом деле я думаю, что он торгует воздухом, как и раньше. Ничего в этом смысле не изменилось. Вот. А для того, чтобы вести переговоры, надо определиться в принципе, на каких основаниях такие переговоры пройдут. Швейцарский саммит. Зеленский предлагают международное право, формулу мира, предусматривающую суверенитет, международно признанные границы и так далее. Отталкиваться от этого. О чем договорятся, это второй вопрос. Но отталкиваться от этого. Путин говорит о другом. Путин говорит о другом. Давайте исходить из права силы. Ну, он называет это разными другими дефинициями, но он именно это говорит. И пока эти два принципа не установятся едиными, единообразно, ничего не получится. Вот если Европа скажет, ну, мы хотели по международному праву, ну вот хотели, но не получилось, мы предлагали так, сяк, эдак. Ну, давай, раз ты хочешь по праву силы, давай так, кто сильнее, тот и прав. Тогда вопросов нет, бейте по Москве, вот вам еще вооружение Украине. Безъядерный статус, который был у Украины, все, в помойку его, потому что Будапештский меморандум нарушен, и прежде всего гарантом его Москвой, который гарантировал территориальную целостность в обмен на безъядерный статус. Мы как бы типа Европа, Запад, не предлагаем вам ядерное оружие, что хотите, то и делайте. Да? Соответственно, дальше это обеспечение бесполетной зоны над Украиной, чтобы на нее больше ракет не падали, хватит уже. Да? Дальше это введение контингентов европейских. Не обязательно, чтобы они воевали непосредственно на линии фронта. Ну, в Одессу. Они же в Одессу хотят, в Харьков, там, я не знаю, в Киев. Создать базы укрепленные и так далее. Закрыть их, соответственно, там, средствами ПВО-ПРО, ну, противоракетными системами. Вот тогда так. И действовать в этом же направлении. Посмотрим, кто сильнее. Вот и все. Марк Захарович, наша трансляція триває так само і в Ютубі, і тут глядачі пишуть до вас запитання. Цікаво, про що могли говорити у кулуарах саміту? Чи є якісь таємні домовленості, і чи могли вони бути, і чого могли стосуватися? От як ви гадаєте? Я считаю, что с Москвой велись переговоры до самого последнего момента, конфиденциальные, со стороны Вашингтона. Переговоры вел Вашингтон. Видимо, договаривались, что они там на Харьков не пойдут. Видимо, договаривались, что взамен за это Украине не будут разрешать бить по отдельным объектам, там НПЗ или там вообще использовать американское, например, европейские вооружения для ударов по территории Российской Федерации. Видимо, какой-то разговор шел. Путин тем, что обнародовал вот такой план, который он обнародовал, более радикальный, чем прежде озвучивался МИДом РФ, неоднократно, кстати сказать, он поставил точку в этих переговорах и перспективу их, потому что Селливан, Советник по национальной безопасности, он же отреагировал, он сказал, что это нереалистично вообще, откуда он это взялся. Видимо, он водил их за нос. Это именно Путин водил за нос американцев. Не американцы, как это, нас надули, у него все время кого-то надули. Так это он их водил за нос, что так долго решались вопросы о введении санкций против валютной биржи, разрешении Украине использовать западное вооружение, прежде всего Хаймерсы, кстати, очень эффективные, которые используются на границе с Россией, удары по Белгородской области, видимо, из Хаймерсов производятся, как я это понимаю, никто официально не подтверждает, об этом западная пресса пишет. Вот, это ограничивалось со стороны Америки, и Путин пытался выиграть время, выиграть тактически, попытаться за это время быстро захватить. В период, пока еще не была выделена помощь Украине в размере 61 миллиарда Конгрессом, пытался достигнуть оперативного преимущества. Он этого не достиг.
А теперь с возмущением они хныкающим голосом рассказывают, а зачем вы это делаете, зачем вы разрешаете Украине использовать западные вооружения, ракеты и так далее. А там прогресс возможен, динамический. То есть можно же, если Байден сказал, по Москве нельзя стрелять, через какое-то время по Москве разрешат бить этими ракетами. Ну, понятно, нужна большая дальность. Не те 300-километровые атакамсы, которые там имеются, а, наверное, следующие какие-то надо просить вооружения, которые позволят достреливать куда нужно. Поэтому, естественно, тайные переговоры имели место. Конфиденциальные какие-то обмены имели место. Но я считаю, их сорвал именно Путин, озвучив именно такой план, а никакой другой. Он мог бы промолчать, он мог бы аккуратно сказать, да мы за мир в принципе. Он мог бы, так сказать, а давайте на следующем саммите попытаемся выработать возможные подходы к тому, чтобы Россия приняла в нем участие. Нет, он просто озвучил свои ультимативные требования, которые не терпят возражений. Раз в Конституции, говорит, уже есть запись о соответствующих субъектах федерации, мы, говорит, уже все, не отступаемся. Причем в административных границах Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей, которые есть в Украине. А кто тебе прочертил эту границу? Ну, как бы, я вижу так, что все тайные переговоры и консультации не привели ни к чему. Вот мой вывод. Я гадаю, що після цих нікчемних пропозицій Путіна усі ці обмеження по застосуванню американської зброї, вони навпаки тепер мають знятися і точно не виникати більше запитань у наших партнерів. Марк Захарович, вам дуже дякую за інформацію, за те, що долучилися до ефіру. Спасибі. Я нагадаю, що Марк Фейгін, російський правозахисник, був з нами на зв'язку. Саміт миру в Швейцарії 15-16 числа відбувся. Багато заяв пролунало, багато ми їх процитували. Шольца, Рютте, Борелля та інших наших партнерів. От непідписання 12 країнами, серед яких і пари, і Індія, і також відкликання Йорданією і Іраком своїх підписів. Це як можна пояснити? Це планувалося не підписувати з боку цих 12 країн? Чи все ж таки це оперативне втручання Російської Федерації? Я думаю, что здесь и не только Российской Федерации, но и Китай постарался, потому что подписывать отказались страны, на которые, например, Россия имеет в меньшей степени влияния, чем Китай, ну, к примеру, Саудовская Аравия. Поэтому, да, Россия там тоже имеет влияние, но в общем-то, работали на пару. То есть, почему я считаю, что Россия с Китаем очень плотно и серьезно работали над тем, чтобы часть стран не поехали или же понизили ранг своих представителей. Потому что повестка, когда страны согласились ехать, и повестка, когда начали отказываться, ну или там разные непонимания возникли, она не поменялась. То есть поменялось внутреннее воздействие, влияние на эти страны. На самом деле Россия, несмотря на то, что всяческими методами, способами пыталась дискредитировать саммит, достаточно просто помониторить то, как как-то фонтанировали российские тысячи буквально там ботов, там целые сети включались, не только в YouTube, но и в TikTok, снимали там кучу контента аудиовизуального. Ну, в общем, несмотря на все это, в принципе, определенные цели достигнуты Украиной. Проблема была в том, я считаю, что была коммуникационная проблема в том, что не было заявлено целей. Каковы цели с нашей стороны, я имею в виду? Вот прям конкретно, что у нас есть цель собрать 90 плюс стран, сфокусировать внимание на агрессии. В документе, в коммюнике обязательно должно быть российская агрессия, и оно там было. Ну, то есть вот ряд моментов, просто когда говорили «саммит мира», подсознательно, наверное, ожидали, что там какой-то мир, хотя бы контуры мира будут, или драфт какого-то договора. По итогу очень интересные были заявления. То есть президент Зеленский сказал, что следующий саммит мира, возможно, с участием Российской Федерации, будет, если Россия, естественно, хочет справедливого мира, но Путин своими абсолютно дебильными требованиями, ультиматумом это желание обнулил. Ну ладно, мы сейчас это в сторону уберем. То есть саммит второй мира в ближайшие месяцы произойдет.
И, скорее всего, это будет Саудовская Аравия, потому что 12 числа Зеленский, когда был в Саудовской Аравии, договорился о том, что вот эта страна, возможно, примет второй саммит. И требование, просьбой Китая было тоже проведение своего саммита именно в Саудовской Аравии. Почему Зеленский сказал про ближайшие месяцы, а не годы пройдет этот саммит с участием России? Потому что, скорее всего, есть, это на мой взгляд, желание провести его до 5 ноября, до выборов в Соединенных Штатах. Даже не 4-го прям под выборы, потому что у Байдена там свои будут проблемы, а раньше. То есть это вообще речь идет о нескольких, буквально там 3 месяцах, 4. Почему? Потому что если провести второй саммит с участием России, или Россия не выразит никакого желания, Путин будет продолжать со своим ультиматумом бегать и рассказывать, что пусть Украина полностью выведет из 4 областей войска, но это полнейший бред. На саммите прекрасно господин Рютте, премьер Нидерландов, извините, назвал эти предложения дерьмовыми, но тут уж не выкинешь, как сказал, так сказал. Поэтому если Россия не готова или Россия не хочет ни на какие уступки идти, то тогда у Байдена будет гэп во времени, чтобы дать Украине необходимое оружие. По той же программе PDA, например, у него там, по-моему, еще миллиардов 12 по этой программе, грубо говоря, со склада Соединенных Штатов прямо в Украину. То есть это не размещение вооружения, заказов на вооружение, которое там неизвестно, когда приедет, а именно бери и, как говорится, пользуйся. Вот я думаю, в чем идея такая, что если Россия до выборов вообще не проявит никакого желания, твердолобый Путин так и будет упираться рогами, то будет... Причем, обратите внимание, очень интересный момент. Североатлантический альянс, давайте так, не только Североатлантический, коллективный Запад, как-то незаметно отобрал у Путина монополию на эскалацию. То есть перед саммитом, еще на саммите НАТО у нас будут пакеты вооружений, которые в июле будет. Перед саммитом J7, перед саммитом мира санкции довольно серьезные, снятие запрета на удары по территории России. НАТО сейчас в боеготовность приводит свои ядерные, силы сдерживания. То есть не только Путину с Лукашенко Искандеры возить там по Беларуси, или по Южному округу. То есть, причем бьют сейчас, что интересно, не только по Путину, но и по его партнерам. Китайские компании из Объединенных Арабских Эмиратов, из Казахстана под санкции попадают. Это очень важно. Цену агрессии Путина делают гораздо выше для тех, кто ему пытается помогать или с ним сотрудничать. Это тоже очень, мне кажется, правильный путь. А, до речі, Борис, от ми згадували про ті, хто не підписав цю угоду, і ви згадували про неоголошений візит в Саудівську Аравію президента України. Чи може, власне, бути Саудівська Аравія, потужна країна, саме тому вона не поставила підпис, аби бути такою якоюсь нейтральною для прийняття наступного саміту, тому що якби, напевне, вони підписали це комюніке, вони взяли одну з сторін, і це би відштовхнуло Російську Федерацію від майбутніх можливих наступних раундів перемовин. У них очень интересное было оправдание. Они сказали, что, мол, там еще когда про визит шло, что России нет, поэтому вот думаем, ехать, не ехать, поэтому, скорее всего, естественно, вы абсолютно правы насчет нейтральности, равноудаленности. Но дело в том, что в Саудовской Аравии, в Джиде, предыдущий был 4-й саммит на уровне помощников, и там никого не беспокоило ни Китай, ни Саудовскую Аравию, которые участвовали в этом саммите. Китай с министром Ван И был представлен, что России нет, никого не беспокоило. Вот сейчас вдруг обеспокоился Китай, не поедем, потому что нет России, а в Джидду-то поехали. То есть тут чисто политические моменты, маневры. И еще у меня есть ощущение, что в
последнее время не все так гладко между Си Цзиньпином и Путиным. Потому что Си Цзиньпин не просто так в европейское турне катался, для того, чтобы хоть какой-то формат приемлемый предложить. Путин в данном случае, он взял, обнулил, то есть прекрасно же все понимают, что требование освободить области, которые Путин и при целой армии захватить не смог. И когда у Украины не было столько оружия и систем ПВО, он не смог это сделать. И Херсон не смог удержать. А сейчас он говорит, выходите из Херсона, из Запорожья, вообще полностью мне отдавайте эти территории, я, потом буду с вами разговаривать. Так он, по большому счету, показывает, что он недоговороспособен. И показывает, что единственный путь продолжать с ним диалог — это вот то, что делает сейчас наша украинская армия, расчищать плацдарм для ударов авиации, которая поступит к нам в ближайшее время, и утюжить Крым, выносить там просто все военные объекты, куда атакамсы достают. А достают они везде сейчас. Борис, також хотів би згадати угоди безпеки з Сполученими Штатами Америки після того, як їх підписали в Італії на саміті G7 Байден і Зеленський. Вийшов радник з нацбезпеки Саліван і сказав наступне, що ці угоди можуть бути розірваними, перепиненими. Я так розумію, він це казав в бік Трампа, якщо Трамп переможе на виборах. Але загалом, наскільки це реально і наскільки ця заява є заполітизованою, чи справді є загроза? Наразі я не дуже розумію, чому Трамп повинен розірвати ці угоди. Тому що там, наприклад, немає ніяких сум. В інших угодах є, наприклад, з Японією є сума, яку за 10 років Японія передасть Україні на допомогу. І також в угоді з Великою Британією теж є сума, якщо я не помиляюсь. А Трамп нещодавно сказав таку дуже неприємну річ для нас, що, мов, Зеленський, він найкращий менеджер. Кожного разу, коли він приїжджає до Сполучених Штатів, він отримує 60 мільярдів. Борис, він повторив свою цю фразу, бо він раніше, кілька місяців тому, теж казав, що я там дивуюся Зеленському, який приїздить в якусь країну, вертається і з собою везе 60 мільярдів. Він вже повторює це. Так, повторює, і він сказав, що він це припинить. Тут, звісно ж, у цих домовленостях там є задекларовано фактично те, що Сполучені Штати зараз роблять. Співпраця там в розвідці, в обміні даних, в постачанні зброї. Але ж Трамп, як ніхто інший, розуміє, що, наприклад, той контракт 60 мільярдів, це фактично всі гроші залишаються у Сполучених Штатах. Тому що там велика сума саме на розміщення замовлень оборонних на своїх заводах. Тому він дуже чітко це розуміє. А до цього він сказав, що якщо б я був президентом і Росія напала б на Україну, я б вже бомбив Москву і там ще Пекін він збирався бомбити. Тому його трошки так хитає, може не трошки, і тому треба дивитися саме на те, що він дійсно буде робити. Тут слід розуміти, що Трамп завжди дуже обережно до грошей відноситься. Він скорочує там, де Сполучені Штати, на його думку, переплачують. Тому він там говорив про кліматичну якесь там ініціативу, щоб Сполучені Штати вийшли з неї, тому що вони забагато платять, а менш за все там викиди роблять. Тому логічно, йому треба його вигіду показати у перемогі України. І тоді він все чітко буде розуміти. Але ж Трамп, він набагато емоційніший, він набагато більш рішучий. Тому я не виключаю, що
з однієї сторони він каже, що треба не давати Україні гроші, а коли він зрозуміє, що за 24 години він не зможе припинити війну, як він це собі уявляє, тоді він буде більш рішучим. Я нагадаю, що він взагалі Байдену хотів залишити війну з Північною Кореєю на фініші вже своєї президентської каденції. Борис, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити про саміт миру і наступні кроки, і чого очікувати, і де він може проходити перемовини з можливою участю Російської Федерації. Дякую вам.